Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. У вас, наверное, вопрос вообще, зачем мы поставили на заставке песни, не песни, а мелодии из французской культуры барокко. Я об этом обязательно скажу, но сегодня я хочу представить своего гостя, мою самую близкую подругу Нафиса Абдулаева сегодня у нас в студии. Нафиса, она одна из известнейших юристов в Узбекистане. И на данный момент Нафиса находится в Лондоне и занимает позицию Chief Compliance Officer в одной из ведущих финансовых компаний. Нафиса, я очень рада тебя сегодня видеть. Еще безмерно рада, потому что мы сегодня с тобой будем обсуждать тему, которая очень близка к нам с тобой и очень сильно интересует нас давно. И поэтому выбор к сегодняшней заставке, он не случайен. Мы будем обсуждать женщин-лидер Средневековья, особенно живших в XIV-XV веках. Я очень хотела поставить мелодию Жана Батиста Люли. Был такой придворный композитор, музыкант, который первый изобрел французскую оперу. Он добился просто потрясающего карьерного взлета при дворе Людовика XIV, но, к сожалению, в фонотеке YouTube этой мелодии не оказалось. В любом случае, я поставила мелодию барокко, потому что этим и отличался, скажем так, его стиль. И я подумала, что волшебная музыка, бессмертная, вкупе с интереснейшей дискуссией создаст какую-то очень интересную атмосферу, в которой мы сможем сегодня с тобой пообсуждать все темы. Но прежде чем перейти к теме женщин-лидер XIV-XV века, о чем ты говоришь в своем блоге, я бы, конечно, хотела пообсуждать немного твой профессиональный опыт. Знаю тебя с 2009 года, уже больше 14 лет. И вот в это время, сколько я тебя помню, ты постоянно была на каких-то курсах повышения квалификации, обучении, участвовала в разных лидерских программах и работала параллельно, еще и преподавала в университете, насколько я знаю. И вот если говорить о лидерских курсах и стажировках, мне всегда было интересно спросить, какие из них, скажем так, кардинально поменяли твой карьерный трек, если есть таковые. И было бы очень интересно узнать эту информацию. Интересно. Айжан, спасибо большое, что пригласила поговорить на такие темы не только про работу, но и то, что действительно является отдушиной, хобби, ну и, наверное, тем, что вдохновляет и интересует нас с тобой. Спасибо большое зрителям, которые присоединились и будут слушать это все сейчас. Про лидерские программы я скажу так, у меня нет какой-то одной программы, которая сильно бы меня изменила. Наверное, все эти программы, они составляли один за другим часть фундамента всего, всего, что сейчас у меня есть. И, как ты сказала, карьерный рост, наверное, они все были. Но давай я назову те, которые могут быть полезными для зрителей, а также я скажу, что да, они повлияли на меня в определенной мере. Одна из самых популярных программ на сегодняшний день, наверное, это стипендия Чивник. Она помогла мне получить диплом магистра в Великобритании. Это полностью оплачиваемая стипендия, то есть она fully funded, как говорят. И кроме расходов, она покрывает расходы на обучение, расходы, ежемесячные расходы, еда, проживание, и каждый месяц выдается стипендия. Для кого может быть полезна эта стипендия? Для тех, кто хочет обучаться на магистра, а также для тех, у кого есть профессиональный опыт. Я получила эту стипендию в возрасте 40 лет. То есть, у меня уже был профессиональный опыт, я уже имела степень магистра права, была кандидатом юридических наук, и вопрос там, зачем тебе все это нужно, да? Но все мое образование, оно было в Узбекистане. И в какой-то момент я поняла, что мне просто нужно двигаться дальше, и возникла необходимость в получении дополнительных знаний, каких-то концептуальных знаний и зарубежного образования.
Другая программа – это программа ILP. Это очень интересная программа, International Leadership Program, международных лидеров. Да? То есть это международная программа развития лидерства, полезна не только тем, что она позволяет своими глазами увидеть, почувствовать, как работают различные институты Великобритании, но и в плане нетворкинга это очень хорошая программа. Организуется и управляется, осуществляется управлением иностранных дел, Содружества и развития правительства Соединенного Королевства. Длится программа всего 10 дней, то есть это не оторвет вас от работы, от ваших всех там текущих дел. И также она покрывается правительством Великобритании. Чтобы попасть на эту программу, вас должны рекомендовать. То есть это не то, что вы там подаете и так далее. То есть для этого вы должны быть видным человеком, не только в профессиональном сообществе, но еще и быть известным широкому кругу людей. Программа на меня очень сильно повлияла, потому что я была еще в офисе у архитектора Нормана Фостера. Это того, кто построил там Бёркин, мэрию Лондона, здание Apple. Кстати, в Средней Азии единственное здание, которое он построил, это в Астане, это Хан-Шатыр. Там обсуждались такие managerial approach, подходы в управлении, нас возили в парламент, и в такое закрытое для публики место, как Даунинг-стрит 10, место проживания всех премьер-министров Великобритании. Я посидела в кресле Черчилля. То есть, да, это очень вдохновляющая программа. И еще очень, наверное, самая полезная программа в плане нетворкинга, это вот ты вначале упомянула, мы с тобой познакомились давным-давно и стали подругами. Это программа, которая в университете Джона Хопкинса мы с тобой проходили 14 лет назад, и она позволяет объединить всех лидеров Центральной Азии, скажем так, и за счет, наверное, реюнионов, насколько я знаю, скоро в этом году будет реюнион в Алмате, и ты являешься национальным координатором этого ивента, да. Ну, пожалуй, это такие важные, самые такие крупные программы, которые мне помогли. Спасибо большое, Нафис. Я тоже благодарна нашей программе, которая нас свела когда-то в 2009 году. Знаешь, вот мой вопрос, я все время его хотела задать с момента, как ты уехала в Лондон. Как я уже сказала, ты на сегодняшний момент являешься Chief Compliance Officer в одной из ведущих финансовых компаний, работаешь в Лондоне. И у меня еще тогда был вопрос, как вообще за 3 года так можно вырасти до уровня руководителя в чужой стране, только приехав, и мне кажется, только Нафиса могла этого добиться. И было бы интересно узнать, как это она сделала, какие практические советы, как вообще это вот приехать и с чего надо начинать, куда надо смотреть, с кем надо разговаривать, чтобы вырасти до уровня руководителя. В течение 3 лет это достаточно, по крайней мере, по моим меркам, это достаточно такая космическая скорость. Скажем так, может быть, так кажется, да, что 3 года, но я думаю, что, мне кажется, это, наверное, все-таки все вместе, совокупность образования, навыков, опыта работы, нетворкинг. Сначала я скажу, мне очень помогали друзья, за что я им и благодарна. Но далее уже параллельно с работой я прошла новое обучение, получила диплом, International Diploma of Anti-Money Laundering, ICA. Я очень рекомендую этот диплом, ICA и ACAMS тоже такие курсы, которые для профессионалов в сфере комплайнса и специалистов по борьбе с отмыванием денег. Это, скажем так, это позволило мне получить такое концептуальное знание в этой сфере. Я отучилась 9 месяцев, получила этот диплом, потом просто, скажем так, меня схедхантили в LinkedIn, как говорится. Многие, на самом деле, пренебрегают профилем в LinkedIn, но если говорить о практических навыках, я скажу, если вы хотите такой вот совет, да, именно практический, заполните полностью свой профиль.
образование, опыт работы, не ленитесь, интересы, шапку профиля. Я подсмотрела, как это делают профессионалы-лидеры в моей сфере, то есть просто те люди, за которыми я там фоловлю, в социальных сетях, я посмотрела, как они это делают, и тоже таким же образом это сделала. Ну и коннектитесь. HR, рекрутеры, входите в сообщество, там, Financial Crime Fighters, MLRO, все, что там есть в вашей сфере, пишите статьи, делайте себя видным, ну, видной, без истерического фанатизма, в общем, но сделайте хорошую профессиональную фотографию, ходите на интервью, не бойтесь, не стесняйтесь, даже если вы не планируете менять работу, профессию, всегда полезно знать, какие вопросы сейчас интересуют работодателя, хедхантера, рекрутера. Ну и дальше, чтобы вырасти до уровня руководителя, нужно не бояться брать ответственность, проявлять инициативу, улучшать бизнес-процессы. Не нужно сидеть там и смотреть на job descriptions и говорить там, ну все, дальше это не мое дело, и вести за собой команду. Наверное, это, ну, такие практические советы. Спасибо большое. Нафиса, а вот у тебя были когда-нибудь моменты во время твоей работы, что ну все, я вот переросла этот environment, все, мне уже все надоело. Вот что ты в таких моментах делала, в таких ситуациях? Довольно интересный вопрос, потому что в нашей культуре же воспитывает такое отношение, когда, а, как говорят, где родился, там и сгодился, да. У узбеков есть выражение «дарах бурджуайда кукарада», то есть дерево расцветает в одном месте. Это должна быть стабильность, предсказуемость. Это то, чему учили нас родители. Но далеко не всегда нужно держаться своего окружения, я считаю. И в те моменты, когда я понимала, что я не развивалась и останавливалась на одном уровне, первый признак этого, наверное, когда, что, как ты говоришь, переросла окружение, я начинала депрессировать, то есть это я понимаю, что я не лечу на работу, а вот просто иду, тащу себя туда, да, там продуктивность снижается, да, перестаю творить, начинаю делать все уже на автомате, без какого-то творчества и какого-то подхода, то уже понимаешь, что так, надо искать другую среду. Эта среда уже как-то уже меня не вдохновляет. Ну а теперь мы переходим к нашей долгожданной с тобой теме твоего блога. Когда-то в Астане за чашкой чая мы с тобой совершенно случайно начали делиться, какими книгами нас интересует, что мы читаем на данный момент. И я вот рассказала, что мне очень интересно сейчас читать про Екатерину Медичи. Ты тоже поделилась про Елизавету I, потом мы начали обсуждать вторую жену Генриха VIII Анну Болейн. И вот через некоторое время ты мне присылаешь автора Элисон Уэйр, которая описала полностью, шикарно описала каждую жену Генриха VIII, в какой вклад она, собственно говоря, внесла вообще в свою жизнь, в жизнь государства, в жизнь Генриха VIII. Их было 6. Значит, Екатерина Арагонская, помогай, если я ошибусь, Анна Болейн, Джейн Сеймур, Анна Клевская, Екатерина Говард и самая последняя Екатерина Парр. Совершенно верно. Да, вот я прочитывая эти книги, задумалась как-то, вот интересно, какие, во-первых, жены из этих 6 являлись настоящими лидерами, и какая из них по своим лидерским качествам наиболее близка тебе? Вот что ты можешь сказать? Ну, в принципе, я тоже руководствуюсь такими же принципами в своей жизни. Вот. Ой, супер такой вопрос, да, вот наконец-то поговорим об этих женах, да. Ну, что касается лидерских качеств, мне кажется, все жены ими обладали, за исключением 2, да.
ты там сказала, номер 4, номер 5 это Анна Клевская и, Говард, Екатерина Говард. Но я все равно Анна Клевская не согласна, Нафис. Она просто прекраснейший переговорщик. Она смогла дожить до глубокой старости, получая вообще просто шикарнейшее удовольствие от жизни. Как бы, на полном обеспечении короля. Да-да-да, совершенно верно. Причем, потом дружила со всеми его женами, посещала все балы, была на коронации его дочери Марии, похоронена в Вестминстерском аббатстве, жила припеваючи, но, ничего за собой не оставила, кроме как вот этой вот плиты, не творила ничто, не этот, что она переговорила, это переговорила условия своего развода. Не, ну коммуникативные навыки, они лидерские у нее. Конечно, здесь я с тобой не соглашусь, но извини, что перебила. Я буду очень рада, если ты скажешь свое мнение. Я скажу, что, наверное, моя любимая жена, ну, вернее, та, которая мне более близка, это Екатерина Пар. Ну, скажем так, не только потому, что она была назначена Генрихом Регентом во время его военной кампании, правила Англии, не только из-за своих религиозных убеждений, она, будучи такой вот ярой протестанткой, могла повлиять на короля, пыталась во всяком случае, она больше, чем кто-либо другой, сформировала будущую королеву Англии, Елизавету Первую. Так что она мой любимый лидер. И скажу так, что это была первая женщина в Англии, которая издала книгу под своим именем, нет под псевдонимом, то, что делали раньше. Это, несомненно, был лидер. Ну и к тому же она умела просчитывать риски, да, как это, да, риск mitigation у нее был хороший, да. Риск appetite, да. Compliance officer. Риск tolerance, риск appetite, да. Это в чистом виде compliance officer. Поэтому она тебе самая больше близка. Да, да. Единственное, что не смогла просчитать, но это ни одна женщина не сможет просчитать, что после родов она умерла, да, вот единственное грустное, что было, но она пережила короля. Это единственная женщина, которая как это, survived, да, как в том старом английском стихотворении, там divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. То есть она вот та, которая и выжила. Хорошо, хорошо. Но у меня следующий вопрос. Я вот недавно читала книгу Алексея Плудыка. Она про жизнь Карла IV. Это историческое повествование о чешском государстве в середине XIV века. И вот там был тогда еще принца Карла IV диалог с его супругой. Что вообще, какие обязанности должна нести супруга в то время? Это вот, произвести на свет наследника, слушаться во всем своего супруга, Чек-лист такой, да? да, уметь вышивать, подавать бедным в определенные дни, управлять домом. И ничего из сказанного не затрагивало лидерских качеств. Но тем не менее, женщины-лидеры в то время уже появлялись. Возьмем Изабеллу Кастильскую, которая воспитала Екатерину Арагонскую, будущую жену Генриха VIII. Вот какие должны были быть условия для того, чтобы эти женщины все-таки появлялись? Что ты думаешь по этому поводу? Ну да, лидерских курсов для женщин в то время определенно не было, каких-то чивнинг-программ не придумали, да. В разных странах были условия разные на самом деле. Во Франции женщины были исключены из порядка наследования совершенно. Помнишь, да, у Дриона «Негоже лилиям прясть». В Испанском королевстве Кастилии были ведь прецеденты задолго до Изабеллы, то есть ей, скажем так, было немножечко легче. В XII веке была королева Уракка, она унаследовала трон своего отца, и это было задолго, за 2 года до того, как Матильда в Англии пыталась сделать то же самое, и не получилось. Она ввергла страну в 19-летнюю, по-моему, гражданскую войну. Но зато потом ее, значит, этой Изабеллы Кастильской внучка Мария Тюдор станет королевой, первой королевой Англии.
Мне кажется, что такие женщины рождались не из-за, а может быть, вопреки. Ну и к тому же, мне кажется, что все-таки у силы нет гендера, и у лидерства гендера нет. Интересно. Я все-таки продолжу про лидерские качества. Знаешь, вот недавно смотрела на Теди в Ютубе одно интервью женщины-лидера, сейчас я к своему стыду не вспомню имя. Она, по-моему, ей был задан вопрос на тему вообще, чтобы стать лидером, это всем суждено или это какие-то определенные качества должны быть. И она сказала, что чтобы стать лидером, у тебя должен быть внутренний компас, своего рода GPS. И все, на этом видео обрубилось. И, собственно, я хотела у тебя спросить, а вот по твоему мнению, какие составляющие этого внутреннего компаса для лидера должны быть? Ой, какой интересный вопрос. Про GPS я никогда не думала, но должны быть, я скажу так, характеристики тех лидеров, которых я встречала на своем жизненном пути, за которыми я подсматриваю и смотрю. И, наверное, во-первых, это, наверное, неуемная энергия. Все лидеры, которых я знаю, они никогда не бывают такими как бы личностями, которые вот спокойно что-то делает. Это просто бешеная энергия, которая бьет через край. Второе, наверное, это любопытство. Лидер никогда не сидит и не удовлетворен своим каким-то участком работы или своим делом. Он всегда ищет, он всегда интересуется, он всегда даже вот пришел к этому лидеру слесарь что-то починить. Он не будет там сидеть и смотреть, как слесарь что-то чинит. Начнет его спрашивать, а там, а сколько вы получаете, а какой у вас там, а что там, ну, то есть эти все бизнес-процессы, все это его будет интересовать. Это мне так кажется. Что еще? Наверное, лидерские качества – это, несомненно, риск. Лидерство и риск – это все вместе идет. И вот мы говорили о тех даже жен Генриха. Кто из них мог взять риск на себя? Кто мог сказать, и кто сейчас скажет, что я ухожу из этой деятельности, я перехожу в другое, либо же я продолжаю. И плюс еще ответственность. Это умение взять на себя ответственность, не, как говорят у англичан, да, заметать под пол, да, мусор, именно уметь взять на себя ответственность, уметь вести за собой людей, определенно мотивировать их. Это не так, что там вот уметь разглядеть этих людей вокруг и уметь разглядеть лидера, вырастить этого лидера. Наверное, такие GPS-компас. Я не знаю, может быть. Шикарно. Я с тобой согласна полностью про любопытство. Знаешь, вот оно у меня даже на первом месте, что для лидера любопытство — это одно из самых таких постулатов иметь, да? Вот еще одна тема, которую я хотела бы затронуть, это про твоих детей. Ты очень много на Фейсбуке делишься успехами своих сыновей, когда они поступают в университеты, когда у них выходят новые проекты, когда они достигают новых высот в своей карьере. Ты всегда делишься искренне со своей аудиторией. Я даже видела, ты рассказывала, какие книги, да, ты там в детстве читала своим детям, какие принципы, ценности ты хотела бы, чтобы были у твоих детей. Но мой вопрос, дети нас тоже чему-то учат. Мы что-то тоже приобретаем вместе с ними рядом. И мой вопрос, как ты считаешь, чему ты научилась у своих двоих замечательных сыновей, которые можно считать такими навыками, которые ты используешь каждодневно? Ну, не каждодневно, но, по крайней мере, теперь уже в своей жизни. Какой, наверное, самый сложный вопрос, потому что такое сокровенное, да, самое. Ты знаешь, я никогда не забуду конференцию, на которой участвовал мой старший сын Бехрус. Ему было тогда 16 лет, и конференция была в Костроме. Бехрус был администратором 3 ресурсов Википедии, и он делал презентацию. Причем эту презентацию он сначала делал в Мексике, он делал ее в Германии, в Берлин мы с ним ездили. И вот в Костроме он делал презентацию, и в конце, значит, идет Q&A session, да, вопросы, задает один вопрос, и
был такой агрессивный выпад в его сторону. Вопрос был там: "Вот у вас там на таком-то слайде вообще неправильно написано". Я сидела в зале, у меня такая была злость. Ну, думаю, ну ему всего 16 лет, да, что ты на него нападаешь, да, там. Ну, это вот наше, вот, знаешь, это постсоветское пространство. Мы в Мексике были, мы в Германии были, все так уважительно, с восхищением относятся, а тут раз и в лоб. И я вот удивилась, он мне дал такой урок, Бехрус мне дал урок на очень долгие-долгие годы, и я до сих пор этим вот сейчас пользуюсь. Он не стал, я удивилась его реакции. Мы же как, мы же там, мы дети, выросшие в разлом, да, там трансформационный период, у нас эти 90-е, это все. Мы там взяли, мы же сразу обороняться начинаем, мы защищаемся, мы идем в атаку, там броня, щит и так далее. Там, ну, нас покусали, мы покусаем в ответ. Он так даже не растерялся, он сказал, пролистал этот слайд, показал слайд и говорит, да, и такой удивленный, реально, да, там, то есть изменился там, говорит, ну да, говорит, ошибка, то есть, ой, говорит, да, ошибся я вообще-то тут, но я хотел сказать вот это, и он там пошел говорить о своем, и это изменило аудиторию, они как-то так тепло к нему стали, я посмотрела, вот как надо, оказывается. То есть, ну, не надо, и мир, наверное, меняется, мир, так как ты к нему обращаешься, и мир тоже так к тебе. То есть, ну, ошибся, ну, признай, что ошибся, ну, отнесись проще, да, не все война, не все военное действие. Вот, наверное, это так. Не знаю. Один из примеров, который я могу... Ну, мы учимся каждый день у них. Не только они у нас, но и мы каждый день учимся. Я вообще полностью с тобой согласна, потому что при возникновении, вот как резистанс, да, когда люди сопротивляются чему-то, коммуникации, честные коммуникации, они всегда, абсолютно всегда помогают расположить людей к себе и добиться доверия, да, выиграть доверие у людей, что самое главное. Поэтому я очень рада сегодняшнему нашему разговору, что ты доверилась, что ты поделилась сокровенным. Я испытала истинное наслаждение, обсуждая твой блог, но мне кажется, у нас еще очень много-много открытых тем, потому что мы с тобой хотели еще, да, обсуждать и Екатерину Медичи, и Елизавету I, и Марию Стюарт. И мне кажется, даже есть Маргарита Валуа, которую необходимо тоже обсудить, потому что она была достаточно такой законодательницей мод при французском дворе. Поэтому, Нафис, у нас еще много-много-много тем, которые будут вырастать в другие темы. И я всегда буду looking forward встретить тебя снова, но уже либо в Лондоне, либо в Казахстане, в Алмате. Спасибо тебе большое за сегодняшнее время и за эту душевную дискуссию. Спасибо за возможность выговориться. Спасибо за такие интересные вопросы. И большое спасибо зрителям, которые нас слушали, смотрели сегодня. Ну и приходите на мой книжный канал. До свидания. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое за сегодняшнее время. И подписывайтесь на мой канал на YouTube Her Way in Central Asia. Ее путь в Центральной Азии.